Очень давно я собирался сделать видео про малины и тому подобные одноплатные ПУКа на ARM-процессоре. И я хотел бы ограничиться именно подобными устройствами, потому что чисто технически под термин «одноплатный ПК», то есть компьютер, выполненный полностью на одной плате, где есть все необходимое, он гораздо шире, и, например, у роутеров Сиська есть возможность установить в них такие вот одноплатные ПУКа, которые будут заниматься какой-нибудь одной задачей, например, обеспечением защищенного соединения, VPN, то бишь. И несмотря на то, что там плата одна, это компьютатор на интеловском, как правило, процессоре. То есть там какой-нибудь будет Целкатрон стоять, или Атом, или младшие линейки Core и так далее. Но я буду говорить именно о малинах. И я эти самые малины даже упоминал когда-то, очень давно, когда делал обзор мегапад стика, компактного компьютера в виде HDMI-свистка, на базе интеловского процессора Atom. И было это ровно 10 лет назад. То есть сейчас я этот видос снимаю в 25 году, а мегапад, вот этот вот атомовский стик, я обосревал в 2015 году. И вывод тогда был неутешительный. То есть тогда мне нужен был какой-то компактный ПУК, который я мог бы на заводе к своему монитору подключать заводскому и использовать личный ПУК на заводе. То есть он должен был быть компактный, незаметный, маленький, но при этом позволять мне сидеть во ВКонтактике, отвечать на комменты на Ютубе там и так далее. Тогда вывод был неутешительный. То есть вот этот мегапад при той же стоимости примерно, что и тогдашняя версия Малины, на световые года, сука, опережал в плане производительности, юзабельности и так далее эту самую малину. Не только чисто по производительности, но и по всяким аппаратным плюшкам, типа ускорения воспроизведения видео, обработки кодеков там и так далее, встроенных в сам процессор. Ничего этого в армовских чипах тогда либо вообще не было, либо находилось в зачаточном состоянии, в то время как в Интулях все это аппаратное ускорение было уже давно и работало в полный рост. Что еще больше мешало сравнивать в лоб ARM и Intel не то что даже по производительности, а чисто по юзабельности этих девайсов лоб в лоб. Ну, то есть, если выбирать между ARM и Intel, то всегда для любых задач побеждал Intel, и ARM превосходил его разве что только в плане энергопотребления более экономичного. Но, тем не менее, вот эти вот одноплатники на базе ARM, ну, назовем их малина, хотя там есть разные варианты, всегда меня привлекали. Ну, меня, в принципе, очень сильно привлекают портативные компьютеры. Это моя слабость. Даже мой десктопный ПУК, на котором я сейчас записываю и редактирую этот видос, это даже не мини-тауэр. Это компактный ПУК на базе мини-ITX материнской платы. И он, в принципе, вмещается в ашановскую сумку, его можно с собой брать. Ну, об этом ПУК я уже делал несколько видосов и, наверное, сделаю еще как минимум один. Соответственно, вот эти вот малинки меня привлекали, но, тем не менее, все-таки что-то меня вот тянет к этой теме. И тогда, 10 лет назад, я, наверное, был просто не готов. Да и сама вся эта тема тоже была в зачаточном состоянии, и все вот эти вот малины тогда, они были скорее по фану. И как доказательство самого факта того, что да, можно вот так вот делать. Можно иметь вот такой вот портативный ПУК, но юзабельность его в качестве десктопа, например, была очень сомнительна, и в основном они, если и использовались, то для каких-то очень специфических задач, где ардуины было мало. Ну, делали там всякую фигню, типа медиапроигрывателей там и так далее и тому подобное, что мне, в принципе, было не очень нужно. Да, конечно, подобное есть у девайсов ГПД, например. У них там и куда более крутое железо, и уже с клавой, и с моником. Но там и ценник конский. Но спустя всего лишь 10 лет ситуация изменилась коренным образом. Ну, во-первых, стал готов я. Недаром я уже несколько лет сижу на Линуксах, а вот эти все малины, апельсины и так далее, это, как правило, Linux. Хотя есть один нюанс, и о нем я тоже скажу. Во-вторых, все эти соки армовские стали более-менее производительными. Ну, настолько, что хотя бы с десктопными задачами а-ля браузер, пишущая машинка и так далее справляются. Ну, то есть в современных реалиях та же малина или апельсина это самый настоящий комп, только размером с пачку сигарет, который помещается в карман. И к нему нужен только моник и USB питалово, ну и клавиатура с мышкой. И все это, кстати говоря, нынче может питаться по Power Delivery прямо от этого самого монитора, если у него есть такая функция.
И в принципе теперь я вполне вижу, как подобное устройство на базе ARM-процессора можно использовать на постоянку в качестве десктопа. Но, тем не менее, к сожалению, все еще обычный десктоп на обычном x86 процессоре все еще остается куда более совместимым и подходящим для куда более широкого спектра задач, и эта ситуация не собирается меняться в обозримом будущем, несмотря на то, что Apple перешла на ARM-процессоры в своих десктопах, несмотря на то, что винда там выпускается для ARM. И единственное, что здесь более-менее помогает, это встроенная трансляция x86 инструкций в ARM-процессоры, что позволяет запускать виндовые программы, допустим, написанные для x86 процессора на ARM. Хотя лично мне, например, нахер не всрались эти самые x86 приложения. Еще раз говорю, я примерно с 21 года сижу на Linux, и все, что я юзаю на Linux, уже давно есть собранное под ARM. Ну, за исключением игр, конечно, и то, кстати говоря, не всех. Я имею в виду нормальные игры, а не всякие там ретро-эмуляторы. Но, тем не менее, нет-нет, да и попадется какая-нибудь программа, которая работает только под виндой и только на x86 процессоре. Особенно всякие старые программы для работы, особенно всякие программы государственного производства и так далее. Поэтому все-таки хоть какой-то способ запустить x86 программы на ARM мне, тем не менее, нужен. Это может быть софтовый вариант. Я так понимаю, в винде это софтовый вариант. А еще лучше это должна быть какая-то трансляция. Об этом, опять-таки, известно очень давно. Благодаря Qualcomm и даже отечественным процессорам типа всяких Эльбрусов, где тоже есть эта встроенная x86 трансляция. Но весь мир в этом убедила именно Apple, что эмуляция x86 должна быть в железе, внутри процессора ARM. Вопрос здесь даже не в производительности, хотя на том же Apple M она вполне себе сравнима с нативным запуском тех же приложений на x86 процессоре. Но дело именно в самой возможности. Потому что, как я уже сказал, несмотря на то, что лично мне нужно есть под ARM, изредка, но бывает, что нужна какая-то софтина, которая есть только под Windows и только под x86 процессор. Ну, не знаю, какая-нибудь там программа для налоговой, например. И ее нужно запустить. Пусть медленно, там не нужна производительность. Нужно просто иметь возможность ее запустить, эту самую программу. Но то, что я сказал в том видосе 10-летней давности про малинки, остается актуальным и сейчас. Дело в том, что у всех этих одноплатных ПУКа, и еще раз напоминаю, для цели этого видео, под одноплатными ПУКа мы воспринимаем малину, Orange Pi, банану какой-нибудь и тому подобные девайсы на браткомовских чипах или на рок-чипе. Так вот, привлекательность подобных компьютеров для широких каловых масс равняется нулю. То есть это абсолютно не мейнстримовый девайс. Проблема в том, что если тебе нужен какой-нибудь, я не знаю, домашний сервер, то по всем параметрам, в том числе по цене, гораздо выгоднее, лучше, удобнее и в конечном итоге лучше приобрести либо какой-нибудь NetTop на базе, я не знаю, N95 интуля или N100 интуля, который обойдется плюс-минус в $100. Либо какой-то бэушный ПК, либо какой-то даже ноутбук, и установить все твои серверные дела на него. Это будет гораздо лучшим решением. И единственное, что в данном случае будет чуть похуже, это энергопотребление. То есть, поскольку подобный сервер постоянно, как правило, включен в розетку, чуть побольше заплатишь за электричество. И то не факт, кстати говоря. Потому что если в тот же рок-чип воткнуть SSD, это уже добавляет минимум 3 ватта энергопотребления. А если при этом еще гонять какие-то энергоемкие задачи, то энергопотребление топового одноплатника на рок-чипе при использовании SSD будет сравнимо с тем самым вот топом на N100. Я уже не говорю о куда более широкой поддержке этого самого Intel, и те же самые Linux, которые работают на том же Raspberry, точно так же замечательно будут работать на этом самом Intel. И что касается тепловыделения, то же самое. Ну, как бы большинству Raspberry и Orange Pi чисто теоретически охлаждение не нужно, но это не значит, что его там нельзя поставить. Потому что продаются и радиаторы, и вентиляторы, что позволяет этим самым рок-чипам и браткомам и прочим вот этим армам работать дольше без тротлинга. А неттопы, кстати, бывают без активного охлаждения. Так что даже с точки зрения шума тут не все однозначно. Единственный плюс, который есть у вот этих одноплатников, которого нету у Intel, это разъем GPIO.
Это такая гребенка на всяких малинках, куда можно подключать всякие разные проводки и управлять ими программно. То есть коммутатор превращается в эдакий контроллер. Вот если вот эта функция нужна, то, конечно, нужно выбирать одноплатник. Но если тебе эта функция не нужна, тебе нужен просто микрокомпьютер, то банальный неттоп гораздо лучше справится с этой задачей. И вообще у меня есть такое ощущение, что все вот эти вот малинки — это такой миллениалский и немножечко джензижный вариант паяния радиоприемников, которым занимались бумеры. Но я отношу себя к миллениалам, и мой отец, мои дяди и прочие мужики его возраста в свободное время в качестве хобби занимались паянием, сука, этих радиоприемников, нахуй никому не всравшихся. Ну а миллениалы, зумеры занимаются сборкой вот этих вот нахуй никому не всравшихся одноплатных коммутаторов и всяких сетапов и девайсов на базе этого железа. Ну да ладно, первое мое вот прям плотное знакомство с Raspberry Pi произошло в 2020 году. За несколько месяцев до того, как я пересел на Linux, что случилось где-то в начале 2021 года. И история, кстати, с этим Raspberry Pi интересная. Где-то за год или за два до этого, ну, в общем, где-то примерно в то же время, я познакомился с одним своим подписчиком. Зацепились мы по совершенно другой теме, а именно по теме дрипок, ну, для вейпа, на сетке. То есть этот чувак большой фанат дрипок на сетке, и мы с ним до сих пор, собственно говоря, парим на сетке. И целью встречи, по-моему, был обмен одного девайса, который не понравился мне, на тот девайс, который не понравился ему. И, в общем, мы пососали друг у друга соски, короче говоря. И что-то мы как-то распизделись, и выяснилось, что он работает на том же заводе, откуда меня в конце 2011 года уволили. Это было первое увольнение в моей жизни. Эпохальность данного события заключается в том, что я после этого 10 месяцев не мог найти работу. И в процессе у меня наконец-то окончательно созрело решение попробовать запустить YouTube-канал. Я обдумывал еще до этого, но вот этот вот факт, что я сидел дома и ни хера по факту не делал, подтолкнул меня к тому, что давай попробуем. Проблема в том, что мне тот завод пиздец как не нравился, а вот этому моему подписчику, который на тот момент все еще там работал, он наоборот очень нравился. И более того, его начальником был чувак, с которым мы до этого работали на моем предыдущем заводе. Ну, короче, такой вот узкий круг получается. Но, видимо, мне просто не повезло с отделом на том заводе. Ну и да неважно, значит, этот чувак тоже очень увлекается всякими компьютерными штуками там и так далее и тому подобное. И он сказал, у меня есть всякая херня, которая мне не нужна, хочешь, я ее тебе отдам, типа обсеры сделаешь. Я говорю, давай. И, в общем-то, отдал он мне две Raspberry Pi. Они были первой версии, но, по-моему, не первой ревизии. Это, по-моему, была Raspberry Pi 1B. И еще корпуса он для них отдал. Значит, одна была просто платка в корпусе, а вторая была с вот этим экранчиком, причем тачскрин. И это было в 2020 году. И все эти годы, вплоть до 2025 года, я не мог найти им применение. Я хотел сделать видос, но вот, не вытанцовывалось, не нужны они мне. И я очень долго пытался найти им хоть какое-то применение, чтобы сделать, собственно говоря, видос. Не получалось. Сначала я думал сделать на них P-Hole-сервер. Это такая фигня, которая блокирует рекламу на уровне всей сети. То есть тебе никаких отблокеров на конкретный комп, например, или на телефон ставить не нужно. Ты просто вставляешь эту коробочку, подключаешь ее к сети, к твоему роутеру, и она все сама блокирует. Ну, во-первых, блокировка рекламы мне как блогеру — это наступление на яйца. То есть из-за того, что ты блокируешь рекламу, я очень сильно страдаю. И ты, кстати, тоже страдаешь, потому что когда я страдаю, я не высираю контент, и у тебя нет контента, который посмотреть. Зато без рекламы, блядь. И забавный момент этого самого пихола — то, что он не блокирует рекламу в Ютубе, потому что она там немножечко по-другому передается. Соответственно, эта мысль отвалилась. Потом еще была мысль сделать так называемый роутер для путешествий. Я не знаю, наверное, никто не будет спорить с тем, что благодаря развитию интернет-технологий и, в принципе, IT, услуги, которые нам предоставляют и которые мы можем купить, не только увеличились в своем количестве, но и значительно улучшились в своем качестве и скорости. Что касается путешествий, например, еще лет 20 назад, если ты собирался ехать на российский юг, например, то, как правило, это все происходило на поезде. Продажа билетов для частных лиц открывалась за 45 дней до предполагаемой поездки. То есть за 1,5 месяца ты мог купить билет. Проблема в том, что для организаций
Продажа билетов начиналась за 60 дней. И за эти 15 дней организации уже скупали все билеты для своих сотрудников, для всяких профсоюзных там путевок и так далее. И кроме того, были еще организации, которые спекулировали, то есть перепродавали билеты. Потому что желающих съездить отдохнуть на море было много, поездов было мало, и, соответственно, в этом был спрос. Сейчас, разумеется, билеты можно купить онлайн за несколько минут до того, как отправляется поезд. С такси та же самая ситуация. Это сейчас мы привыкли, что за 3 минуты приезжает такси, да еще и по нормальной цене. А, допустим, в 80-е или в 90-е, если ты хотел приехать на вокзал, например, или в аэропорт на такси, тебе нужно было заказывать такси, во-первых, по телефону, а во-вторых, за 2 дня. То есть, если мы в среду хотим попасть в аэропорт, то в воскресенье или крайний день, понедельник, нам нужно уже заказывать это самое такси. А про современный мир я вообще молчу. Без смартфона вообще никак не получится путешествовать, потому что многие авиакомпании, например, особенно лоукостеры, в принципе не печатают билеты. И у них в принципе нет касс. То есть ты можешь билет купить только онлайн, и приходит он тебе на телефон в виде QR-кода, например. И все остальное также. Посмотреть табло вылетов, посмотреть, есть ли какие-то задержки по поводу твоего рейса, заказать гостиницу, арендовать машину, вызвать такси или какой-нибудь каршеринг. Для всего этого нужен как минимум смартфон, и для всего этого нужен как минимум интернет. Поэтому если раньше, 20 лет назад я начал так более-менее активно путешествовать, я брал с собой только фотоаппарат. 20 лет назад еще и не существовало смартфонов в современном понимании. У меня был обычный мобильный телефон, которым было очень дорого пользоваться за границей, поэтому я его, конечно, брал, но я им там не пользовался. Через 5 лет я все еще брал фотоаппарат, потому что камеры в уже появившихся современных типах смартфона появилась, но она была говно. Смартфон я тоже брал, но это был скорее развлекательный девайс. Книжку там почитать или, может быть, позалипать на каких-нибудь сайтах, но не более того. Никакой практической ценности именно для отдыха, для его организации или для организации поездки какой-нибудь там, не знаю, командировки, смартфон не представлял. Сейчас же я, понятное дело, беру с собой смартфон. Фотоаппарат я, кстати, брать перестал, потому что в смартфонах камера, в принципе, достаточная для большинства типов съемки на отдыхе. И еще я беру с собой, сука, ноутбук по массе причин. Потому что если вдруг что-то в поездке случится, то заказывать билеты там или еще что-то на ноутбуке все-таки удобнее, чем на смартфоне. На смартфоне, конечно, это тоже можно сделать в исключительных случаях, но на ноутбуке как-то удобнее. Кроме того, я беру ноутбук для всяких внезапных помощей по удаленке родственникам, которые остались там дома. Им внезапно что-то понадобилось, в какие-то госуслуги зайти. Или их компьютер там встал раком, потому что какой-то апдейт не так загрузился. Или принтер, блядь, перестал печатать. И, разумеется, я беру ноутбук на тот случай, если вдруг с завода позвонили. Позвонили, кстати, по WhatsApp нынче на смартфон. И что-то там такое резко, очень срочно нужно сделать или отправить, или найти, или что-нибудь такое. Поэтому ноутбук я с собой беру. И учитывая, что сейчас вся вот эта вот тема поездок очень плотно завязана на интернет-соединение, это самое интернет-соединение в большинстве мест, связанных с поездками, предоставляется и, как правило, бесплатно. В основном, конечно, в развлекательных целях, особенно в том случае, если ты где-нибудь долго чего-нибудь ждешь. Например, у тебя большой гэп между двумя какими-то самолетами, например. Но помимо развлечения, еще и для того, чтобы решать вот эти вот все проблемы. Интернет-соединение, как правило, в виде бесплатного Wi-Fi. Он есть на вокзалах, он есть в поездах, он есть в аэропортах. Он очень часто нынче бывает в самолетах. Пока еще платный, но я несколько раз сидел в бесплатном Wi-Fi в самолете. И, разумеется, он есть в отелях и во всяких там Airbnb и так далее. Ну и здесь, разумеется, проблема безопасности налицо. Это хуй пойми, кому принадлежащий Wi-Fi, неизвестно, что он там пытается о тебе собрать и так далее и тому подобное. Кроме того, если говорить о удаленной работе, например, то в большинстве мест, где я был в последнее время, и где есть бесплатный Wi-Fi, это не только гостиницы, это и кафе, например. Порты, которые обычно используются для VPN-соединения, заблокированы. То есть даже если тебе захочется поработать на удаленке, для чего тебе нужно подключиться к офису по VPN, например, у тебя это не получится, потому что соединение это не позволяет. Тут на помощь приходит так называемый вот этот вот travel router. Что такое travel router? Это прежде всего, конечно, портативная и компактная коробочка, которая либо в розетку втыкается, либо еще бывает со встроенным аккумулятором. И она является роутером. То есть ты ее, эту коробочку,
подключаешь к этому самому бесплатному Wi-Fi, который есть, допустим, в гостинице, а все свои девайсы, то есть свой телефон, свой ноутбук, свой планшет и все остальное, подключаешь к этому роутеру. И этот роутер занимается тем, что он поднимает VPN-соединение, допустим, к тебе домой. То есть с точки зрения сетевого подсоединения ты никуда не уезжал. Ты как выходил в интернет из своего дома через своего провайдера, так и выходишь. Такие решения есть уже готовые. На Алиэкспрессе полно подобных роутеров. Проблема в том, что там, как правило, те самые стандартные VPN-клиенты, которые точно так же не будут работать, если заблокированы VPN-порты. Ну, я имею в виду стандартные, и они не изменены. И, кстати говоря, если уж говорить о RockChip, то не так давно OpenVRT, это, наверное, моя любимая альтернативная прошивка для роутеров, выстроили свою собственную фирменную борду, на которой можно делать роутеры. Она на базе RockChip, и китайцы уже успели наштамповать дикое количество роутеров на базе этой борды, и мне даже должны были прислать одну на обсер, но что-то не срослось. Мне было бы очень интересно посмотреть, что там и как там, допустим, свич организован, там, скорее всего, еще какой-то МТК-шный приделан свич, чтобы хотя бы 100 мегабит получить. Лучше, конечно, гигабит по LAN-портам, я имею в виду. Но выход из этой ситуации есть. Он называется Tailscale, например, или какой-нибудь Zero Tier, который умеет поднимать VPN-соединение до твоего дома по стандартным портам. И оно еще не особо детектируется. Проблема с тем же самым Tailscale. И проблема в том, что нужно установить Tailscale клиент, который не всегда возможно установить, допустим, на твой рабочий компьютер, где все заблокировано, и ты не админ. И даже если бы ты был админ, установка какого-то левого софта может привести к серьезным проблемам у тебя на работе. Казалось бы, а что мешает использовать тот же Vedroid-телефон как точку доступа и подключать твой рабочий ноутбук туда? А мешает то, что VPN-соединения не хотспотятся. То есть даже если у тебя на Gandondroid активирован VPN, девайсы, которые ты туда подключаешь через точку доступа, идут в интернет напрямую, минуя этот самый VPN. Проблему можно решить, если девайс рутован, но в большинстве случаев VPN не хотспотится. В какой-то степени можно решить эту проблему, если на телефоне запустить некое прокси, а на твоем компьютере настроить так, чтобы он ходил в интернет через прокси. Но опять-таки на рабочем компьютере могут быть заблокированы настройки смены прокси, и ты заебешься это делать, и все равно нет уверенности, что что-нибудь на твоем рабочем компьютере не вылезет в интернет, игнорируя все настройки прокси. Кроме того, во многих случаях на всяких публичных точках доступа, к которым относятся и аэропорты, например, вокзалы, отели и так далее, заблокированы порты, которые стандартно используются для VPN. Соответственно, можно обойти это, если VPN, который установлен у тебя дома, отвечает на стандартном порту, но не для VPN, а для веб-сайта. Например, HTTP или HTTPS. Скажем, на GitHub можно ходить тем, у кого заблочен порт SSH. По умолчанию это порт 22. Есть специально обученный сайт, где SSH отвечает не на 22-м порту, а на 443-м, который обычно используется для веб-сайтов. Соответственно, на базе условного Raspberry Pi можно, во-первых, дома сделать этот самый Tailscale клиент. То есть одну плату ты оставляешь дома, она у тебя все время воткнута в розетку, подключена к твоему Wi-Fi, и уезжая из дома, ты роутер тоже не выключаешь, и за интернет продолжаешь платить. Еще ты покупаешь вторую Raspberry Pi, и питание к ней, я не знаю, там Powerbank или еще что-то. На ней ставишь уже второй вот этот вот клиент Tailscale. Между собой их вяжешь, делаешь так, что вторая платка выходит в интернет и через первую, которая ставится дома, и все остальные твои девайсы, ноутбуки, планшеты, телефоны и так далее, подключаешь к этой самой второй Raspberry Pi, и она является как бы роутером для этих устройств. Что позволяет, во-первых, защитить твое интернет-соединение, и более того, там, где OpenVPN, например, мне не работал, Tailscale замечательно работает. Кроме того, очень часто в путешествиях покупают так называемую местную travel-симку. То есть это предоплаченный тариф, местная симка, там есть, не знаю, там 20 гигабайт, которых тебе хватит на 2 недели поездок по стране для того, чтобы, не знаю, там дорогу посмотреть, кафе найти, какие-то билеты заказать и так далее и тому подобное. Ну и, в принципе, не остаться без связи для того же WhatsApp там и так далее. Ну а если у тебя, допустим, еще жена и двое детей, ты каждому будешь симку покупать или что?
Соответственно, если в эту самую Raspberry Pi вставить еще модем и вставить туда эту симку можно раздавать. И точно так же использовать этот самый Tailscale. Понятное дело, что можно раздавать из телефона, но при этом будет садиться батарейка и так далее и тому подобное. Короче, вот такой еще use case мне придумался. Еще один use case — это блок управления для 3D принтера. 3D принтера у меня нет, все никак не пришлют на Upsor. Соответственно, блок управления мне тоже не нужен. Но если есть 3D принтер, то всякие вот эти вот малины и апельсины очень хорошо подходят для этих задач, для управления 3D-печатью. Всякие игровые сосоли из серии эмуляции там и так далее тоже мне не очень интересны. Но, кстати, у Raspberry Pi, у некоторых ревизий, по крайней мере, есть очень интересная фишка. Там через встроенный джек 3,5 мм, который используется для вывода звука, можно еще выводить видео. И, собственно говоря, подключив через этот аудио-джек эту самую Raspberry Pi к какому-нибудь старому телевизору по тюльпанам, можно выводить изображение, как вот раньше было на сосолях. И это нужно не только для игр, но и для того, чтобы превратить какой-нибудь старый телевизор в более-менее современный смарт-телевизор, на котором можно смотреть интернет-телевидение, например. Соответственно, такой еще use case. Один из моих подписчиков такое делал, кстати говоря. И до сих пор, мне кажется, использует. Если говорить об ретро-гейминге, то практически все современные девайсы, которые выполнены либо в виде приставки к телевизору, либо вообще в виде отдельного девайса со своим экранчиком и с кнопками, на которых играют у ретро-игры, то есть всякие там Sega, Nintendo и прочее, они тоже по факту являются одноплатным компьютером, очень сходным с Raspberry Pi или с Orange Pi, вплоть до того, что там будет тот же самый Rockchip или какой-нибудь O-Winner. Все те же самые армовские процы. Еще пример использования. Можно воткнуть симку. Ну, вернее, купить USB-модем, где не зарезана голосовая связь, или прошивка позволяет ее разблокировать, и всунуть туда симку. Или купить несколько таких USB-модемов и всунуть несколько симок. И воткнуть это все в Raspberry. И получится VoIP-шлюз. Это может быть удобно, когда ты оставляешь свою симку дома, когда едешь куда-то в роуминг. И тогда тебе нужен только интернет, чтобы как бы коннектиться домой и звонить и принимать звонки местной связи по твоему местному тарифу. Потому что симка-то дома осталась. Это ты уехал. И удаленно через интернет к ней подключаешься. И, разумеется, многое из этого можно реализовать одновременно. И шлюз, и VPN, и P-Hole, и NAS. Мощи должно хватить. Ну и последний use case, который мне пришел в голову, это освежить мой видеофон. Дело в том, что в квартире, где я живу, есть очень-очень-очень старая система видеодомофона. Ну, то есть это когда внизу стоит камера, а у тебя домофон с экранчиком. И экранчик там причем кинескопный. И он еще светит на такой экранчик, ну, неважно. Короче, есть готовые проекты, как с помощью условной Raspberry Pi сделать этот домофон современным. То есть, во-первых, снимать оттуда изображение с помощью платы захвата. И более того, передавать это все на смартфон и иметь еще возможность со смартфона открывать дверь, допустим, когда какой-нибудь курьер приходит. Единственная проблема, что выглядит это все пиздец колхозно, но, как правило, за вот этими видеофонами внутри в стене там достаточно большая ниша, куда эту самую Raspberry Pi можно убрать так, что ее не будет видно. И я даже уже вроде купил эту самую плату захвата, правда, USB-шную, и вроде даже собирался это делать, но управляющая компания тут поднасрала, что ли. Короче, поменяли нам эти видеофоны, и теперь у нас современный видеофон с жидкокристаллическим экранчиком и так далее, и мне ничего этого не нужно. Правда, никаких смарт-функций у меня нет. То есть с телефона я по-прежнему не могу видеть, кто ко мне пришел. Но, тем не менее, эта идея заглохла. Ну и если мы уж заговорили об видеозахвате, можно использовать USB, как я сказал, но есть еще специальные платы видеозахвата, которые подключаются вот этот самый GPU-разъем. На основании этого всего из Raspberry Pi можно сделать сетевой КВМ. Причем даже с функцией включения ПУКа. То есть на этот самый GPU-разъем можно кинуть проводки, подключить их к кнопке твоего ПУКа, и можно будет удаленно его включать, в том случае, если он, конечно, воткнут в розетку. Вот этот девайс я рассматривал на полном серьезе, но даже не столько для себя, хотя и мне бы дома он тоже, конечно, пригодился, сколько для тех самых родственников, которым я помогаю по удаленке. Потому что TeamViewer, которые сейчас не работают, и Anydesk, и тому подобные решения, это все, конечно, хорошо,
но они работают только в том случае, если компьютер работает. Если он загружается в безопасном режиме или не загружается вообще, или на нем слетела винда, или еще произошло что-то, что не позволяет запустить вот этот самый Anydesk в винде, то ты в жопе. А престарелые родственники, как правило, не в состоянии толком ничего сделать, поэтому приходится мудохаться, просить их в WhatsApp, включить камеру, чтобы они тебе показали, что там на экране. Здесь минут 10 тратится на то, чтобы переключить переднюю камеру, блядь, на заднюю. Это же очень сложно, потому что в WhatsApp эта кнопка пропадает, если не нажимать на экран там и так далее. И дальше ты вот говоришь им, что куда тыкать. Здесь очень много времени тратится на поиск нужных кнопок там и так далее и тому подобное. Соответственно, если научить их подключать вот этот КВМ или вообще его там навсегда оставить, у тебя будет возможность управлять компьютером так же, как бы если ты за ним сидел. То есть там и USB-флешку можно удаленно вставить с виндой, например, и в биосе посидеть, и экран ты видишь, и так далее, и тому подобное. И это все в целом получается дешевле, чем купить подобное промышленное решение. Проблема с КВМом такого типа для промышленного использования в том, что предполагается корпоративная клиентура. А ценники для любых девайсов, предназначенных для корпоративного использования, завышены раз в 6 или в 10, или вообще неважно во сколько, потому что при формировании цены, которую корпоративные клиенты готовы заплатить за то или иное решение, используется такой интересный фактор, а именно, насколько данное решение увеличит выручку этого самого корпоративного клиента. То есть, сколько он сможет заработать или наоборот, сколько он сможет потерять, если у него этого решения не будет. Ну и плюс там еще совершенно другие требования к безопасности, к поддержке, к сертификации, к надежности и так далее. Все это бытовому пользователю нахер не всралось. Но таких вот решений для бытового использования не очень много. Поэтому приходится городить на Raspberry Pi, и это получается относительно недорого. Ну и разумеется, есть еще целый пласт всяких домашних ассистентов, для умного дома я ничем этим не пользуюсь. Вот, собственно говоря, и все use cases, которые я смог придумать для Raspberry Pi, и я ни один из них не реализовал. Ну и все вот эти вот варианты, которые я перечислял в других видосах очень давно, из серии с помощью малины превратить проводную клавиатуру в Bluetooth клавиатуру. Такое уже есть, такое уже можно сделать. Есть еще клавиатура с копипастом. То есть вот эта вот малина апельсина прикидывается USB-устройством, которое определяется как клавиатура. А на самой малине запускается веб-сервер, и ты можешь как бы вводить данные, как будто бы они с клавиатуры, подключаясь к малине по сети через веб-браузер. И самое забавное, что там поддерживается копипаст, что иногда бывает удобно, когда нужно что-то запихнуть в компьютер, у которого заблокировано USB. Ну, например, в твой рабочий компьютер ты можешь как бы скопировать текст, и это будет выглядеть, как будто ты его набрал с клавиатуры. Ну, понятное дело, что это очень ограниченный use case, но тем не менее он есть. Но мне все это не очень нужно. Вернее, было не нужно, пока я не вспомнил, что я, сука, блогер, блядь. Не просто блогер, а вебмастер со своим, сука, сайтом. И этот мой easylife.com за все эти долгие годы существования поскитался, будь здоров. Где он только не был установлен. Изначально это был обычный shared хостинг, потом я переключился на облачные VPS, очень долго сидел на Oracle, на бесплатном тарифе, пока его там не прибили. Потом год просидел на Амазоне, тоже на бесплатном тарифе, пока он не закончился. И встала, собственно говоря, задача где-то хоститься. И меня совершенно не устроили ценники. Ни на VPS, ни уж тем более на облачный хостинг. Он не подходит для бытового использования. И я, в общем-то, решил заняться селф-хостингом. Тут были, конечно, проблемы с тем, как не запалить свой IP, но я эту проблему решил. Соответственно, на тех вот самых старых малинках я запустил свой сайт дома. Причем малинка питалась прямо от роутера через ее USB-порт. Проблема в том, что, как я уже сказал, это малина самой первой версии, правда, не первой ревизии, но все равно она очень старая. И условный WordPress на ней, конечно, крутился, но это было очень уныло. Он безбожно лагал настолько, что поисковые системы начинали тебе писать письма о том, что у тебя сайт лагает, а если сайт лагает, это означает, что он выпадает из поисковой выдачи. Я пробовал там какие-то кэши прикручивать и так далее и тому подобное, но это не спасло. Соответственно, было принято решение слить эти самые малинки и купить что-то посовременнее. Значит, из посовременнее есть все та же самая малина,
есть Orange Pi, это сумрачный китайский девайс, и есть еще один сумрачный китайский девайс, это Banana Pi. Из всей этой пиздобратьи самая отполированная — это малина, и самая хуевая — это банана. То есть банана просто опиздинительная по железу, то есть за те же деньги, которые ты потратишь на Raspberry Pi, ты получаешь куда более высокую производительность, но там полная жопа с поддержкой и полная жопа с комьюнити. А без комьюнити тебе тут, по крайней мере, на первых порах, никуда. Но опять-таки комьюнити-то оно, конечно, комьюнити, но чипов там по факту один-два, они очень похожи. На базе этих чипов просто много борт всяких напилено. Но если брать операционную систему и не заниматься всякой херней типа Gandon-Druid, который, кстати говоря, тоже можно запустить. Операционная система, как бы она ни называлась, Raspbian, Armbian, Ubuntu, DietPi, PyOS или еще как-то, это все будет на базе Debian. Значит, большинство туториалов под Debian для обычных компьютеров подходит. Да, там, конечно, есть некоторая специфика, но в большинстве случаев обычные инструкции под Debian подходят. Поэтому отсутствие как такового коммунити под банану не такая уж большая проблема. Кроме того, линуксные коммунити, они очень разные на самом деле. Где-то новичкам с удовольствием помогают, а где-то есть очень большая доля снобизма. Ну, например, коммунити Raspbian очень сильно агрится по поводу DietPi. Они обвиняют DietPi в том, что они тупо скопировали Raspbian, не добавив ничего своего. Просто переименовали команду. Ну, просто open source, он для кого надо open source. Понял, да? Ну и, кстати, если уж на то пошло, прежде чем обсирать форумы того же Оранжа, где невозможно добиться никакого ответа, кроме read the fucking manual, а ты хоть раз получал хоть один правильный ответ на более-менее сложный вопрос на форумах Microsoft? А? А? То-то же. И, кстати говоря, о Microsoft, вот винда, которая работает на ROG-чипе. Работает вполне себе сносно. Последний раз, когда я проверял, там что-то пытались допилить видеодрайвер, но вроде бы уже допилили. То есть на том же Оранже вполне можно сидеть в винде. Никакой Linux не нужен. Ну и, разумеется, тот же DietPi обвиняют в том, что отправляют данные обратно куда-то в DietPi и по умолчанию собирают данные о пользователях. Причем речь идет об официальных билдах, а не каких-то там сборках DietPi от Васяна. Ну и, в общем, продав те старые малинки, стал выбор, а что же брать. И пуки выбора были между Raspberry Pi 5 и Orange Pi 5. На барахолке я нашел и ту, и другую за плюс-минус одни и те же деньги. Разница была в 1000 рублей. Orange Pi была на 1000 рублей дороже, но пятая Orange Pi гораздо мощнее, чем малинка пятая. Малинка пятая вообще какое-то такое устройство получилось ни туда, ни сюда. То есть оно не дает никакого преимущества по сравнению с предыдущими моделями. Но что не отнимешь у малины, это, конечно, поддержку комьюнити и, в принципе, качество самих девайсов. То есть у Оранжа нету еще опыта по производству качественных именно плат. У них там может регулярно что-нибудь отваливаться на уровне железа. Например, слот под накопитель. Но это не помешало Orange Pi объединиться с Huawei, чтобы выстроить так называемый Orange Pi Kunpeng Pro. То есть прямо на нем можно запускать языковые модели. Я не знаю, что там у них в итоге получилось, но такое ощущение, что сделано все на базе пятой апельсинки, и это в каком-то смысле объясняет, почему давно не появлялось новых апельсинок. То есть они явно заняты чем-то другим, и пока никаких новых борт не появлялось. Ну то есть малина — это как бы аппаратно-программный комплекс. Ты не только за железо платишь, но в его цену еще включена поддержка и пресловутая комьюнити. Например, как, я не знаю, с Samsung или с айфонами. У других борт, типа того же Оранжа, такого коста в стоимости нету. Поэтому за ту же стоимость малины у Оранжа будет куда более мощное железо. Туда на всю котлету запихнули тебе производительность. В ущерб поддержке. И в каком-то смысле качеству. Я не говорю, что оранжи плохие, просто качество апельсинок не на том же уровне, на котором находится качество малинок. Что же касается бананы, то это вообще жопа. Там основная проблема — это доступность софта. Все образы операционных систем очень старые, многие из них вообще не работают. Все эти образы нужно скачивать с каких-то частных аккаунтов на Гугле. И доходит до маразма, банана не загружается со стандартного имиджа Raspbian.
То есть нужно скачивать именно специальный образ Raspbian с вот этих вот непонятных китайских аккаунтов. Кроме того, есть и небольшой пердемонокль с моделями. Значит, существует 3 модели Pi 5, Orange Pi 5, Orange Pi 5B и Orange Pi 5 Plus. И они еще отличаются по количеству оперативной памяти. Есть как минимум 4, 8 и 16 гигабайт версии. И, в общем-то, обычному человеку кажется, что чем круче модель, тем больше в ней функций. То есть в ней есть все функции от предыдущей модели, плюс еще какие-то дополнительные фишки. Ну, то есть у Pi 5B по сравнению с обычной будут добавлены какие-то фишки, а у Pi 5 Plus будут все фишки от пятой версии, от пятой B версии и еще какие-то дополнительные. А вот хуй. В обычной пятой версии нет нихуя, но зато есть слот M2. У Pi 5B есть встроенный Wi-Fi и Bluetooth, у обычной версии их нет, но зато нету слота M2. А у Pi 5 Plus есть еще встроенный накопитель в виде eMMC. Нахер он там нужен, непонятно. То есть получается, что пятая B на самом деле самая ущербная, потому что у нее нету M2, в отличие от двух других версий. И еще одна очень крутая фишка на Pi Plus — это HDMI вход. Не выход, а вход. То есть, например, через OBS можно захватывать изображение по HDMI. То есть, я не знаю, чтобы разгрузить основной комп при стриминге. Или сделать вот тот самый КВМ, о котором я говорил. А еще есть версия 5 Pro, у которой нету SPI модуля. Значит, что такое SPI модуль? В принципе, все эти платы не имеют BIOS. Это особенность практически всех одноплатных компьютеров. У них нету BIOS, в отличие от десктопного ПК, например. Соответственно, для того, чтобы оно показало хоть какое-то изображение в отсутствии операционной системы, все равно в них должна быть вставлена как минимум microSD-карта, на которой будет этот самый образ BIOS. То есть BIOS грузится с карты памяти. Это, сука, моя мечта в настольных компьютерах. Вот было бы заебись, если бы в настольных компьютерах BIOS хранился не на какой-то припаянной микросхеме, которую в случае слета BIOS нужно прошивать программатором, а на SD-карте, блядь. Чтобы если у тебя BIOS помер, ты эту SD-карту оттуда вытащил, воткнул, я не знаю, в свой телефон, блядь, или еще куда-то, и переписал туда BIOS, и все, проблема решена. Но именно на оранжах есть некий чип, который называется SPI. И там находится что-то типа загрузчика. В принципе, он опять-таки не особо нужен. Туда можно ничего не записывать и совершенно спокойно грузиться и с SD-карты, и с M2 накопителя, если он вставлен. Но тем не менее он там зачем-то есть. И, кстати говоря, если вдруг с ним что-то случится, его тоже придется перешивать. Но у Pro-версии есть еще одно немаловажное отличие. Там используется память LPDDR5. У всех остальных моделей в линейке LPDDR4. Ну, в общем, в итоге выбрал я этот самый Orange Pi 8 гигабайт версию. Приехала она, я, значит, ее пощупал. И тут на барахолке вдруг появилась, опять-таки не намного дороже, но, может быть, на 1000 рублей, версия с 16 гигабайтами. Мне и 8 гигабайт слишком много, мне и 4 бы хватило. Но я тут подумал, что один раз живем. Хотел малину 5, но Orange 5 хоть и дороже, но мощнее. Берем, значит, Orange 5. Один раз живем. Хотел 8 гигабайт, но появилось на 16 гигабайт, хоть и чуть-чуть подороже, но один раз живем. Еще корпус же надо. Хотел пластиковый корпус, но в итоге алюминиевый понравился больше. Значит, берем его. Один раз живем. Сначала думал поставить сюда 256 SSD, но 512 как-то больше захотелось, хотя мне его никогда не заполните для моих задач. Один раз живем, берем на 512. И о корпусе, об SSD я сейчас еще расскажу, но я заказал вот эту вот на 16 гигабайт, она приехала. На коробочке действительно было написано 16 гигабайт, но на самой платке было написано 4 гига. И загрузившись в Linux, там действительно было 4 гига. В общем, эту 16-гигабайтную пришлось возвращать, что на барахолке заняло некоторое время и потратило немножечко нервов, но тем не менее деньги мне вернули. Так что остаемся с 8 гигабайтами. Через несколько дней приехал корпус, металлический, как я уже сказал. Сделан очень хорошо, стоит тоже гораздо дороже, чем, допустим, пластиковые корпуса. Но я орнул с вот этого вот пропилофрезой. Сначала я думал, что, может быть, это для тех, кто заземлить хочет, но, видимо, что-то пошло не так, и потом уже готовую партию пришлось доводить до ума. А анокс-то уже нанесен,
Херня, но забавно. Или, я не знаю, может быть, у них один корпус для всех вариантов плат, а потом они его просто подпиливают под конкретный заказ. В комплекте еще есть термопрокладки, а на корпусе есть соответствующие выступы над чипами. Соответственно, с помощью термопрокладок можно превратить корпус в охлаждающую поверхность. На нем даже ребра есть соответствующие. Сделать это желательно. Охлаждение остается пассивным, но при использовании термопрокладок температура снизилась градусов на 10. И еще есть в комплекте кнопочка, которая, собственно говоря, занимается включением и выключением устройства. Я ее сначала поставил, и она даже работала, но потом она начала почему-то залипать в нажатом положении, и девайс перестал грузиться. Так что в итоге я эту кнопочку снял, потому что один хер не собираюсь ее нажимать. Пропил, я не знаю, зачем тут был сделан. Возможно, для того, чтобы USB-порты влезали или что, я не знаю. И, кстати говоря, забавный момент с этими самыми USB-портами. Вот этот вот двойной порт, несмотря на то, что он синего цвета, но при этом высокоскоростной порт USB 3.0 здесь только верхний, а нижний здесь 2.1. А тот порт, который вертикальный, он вообще USB 2.0, и находится он на том же хабе, что и тупись порт, который USB 3.0. Соответственно, вот такая вот особенность всех этих портов. Кстати говоря, по поводу питания. Если предыдущая малинка замечательно питалась от USB-порта на роутере, то здесь запитать не удалось. Не хватает. А если ставить SSD, то энергопотребление еще больше вырастет. Так что питается все это от вечно воткнутого в розетку USB-адаптера. И, разумеется, ночью горят все эти светодиоды, что особенно заметно в прозрачном корпусе. Кстати говоря, до того, чтобы отключать все эти светодиоды, додумались далеко не сразу и далеко не во всех моделях. Скажем, на самой первой малине можно отключить только светодиод активности, который зеленый. Красный светодиод питания питается напрямую от USB, то есть как только подаешь питание по USB, он загорается и никак не управляется. А светодиоды на сетевом интерфейсе закрыты какой-то вроде бы проприетарной залупой. И там даже есть какие-то скрипты для отключения двух вот этих вот светодиодиков, но они тоже не всегда работают, эти скрипты. Поэтому у тебя будет такая новогодняя ёл-очка светиться по ночам. Еще один забавный прикол с корпусом. В нем есть пропил, куда можно вставить полноразмерный SSD M2. То есть часть полноразмерного SSD будет торчать наружу. Ну, выглядит, конечно, колхозно, но подключить хотя бы можно. Но, разумеется, меня такой вариант не устроил, и нужно было покупать половинчатого размера SSD. Как я сказал, особый какой-то мега-объем мне не нужен, поэтому изначально на помойке, в смысле, на барахолке был найден вот такой вот на 256 гигов. И наметанный взгляд уже понимает, что это SSD, оставшийся после апгрейда SteamDeck. И сейчас мне очень хочется кинуть камень в огород этого самого SteamDeck, что я делаю регулярно. Потому что единственное, что хорошего сделала Вульва, это, в принципе, доказало, что подобные девайсы жизнеспособны и интерес покупателя к ним есть. И все. Ну, может быть, еще Linux Gaming она там продвигает. Во всем остальном SteamDeck — это отвратительное устройство. И в данном конкретном случае Писюн специально для них выпустил кастомный контроллер, где из 4 линий, на которых обычно работает NVMe диск, используются только 2. Потому что в SteamDeck SSD работает не на 4 линиях, а на 2. И этот самый писюн, который поставляется для SteamDeck'ов, существует, сука, в 2 вариантах. С 4 и, соответственно, с 2 линиями. И какой тебе достанется в свежезаказанном SteamDeck, это лотерея. То есть писюн не поленился и выпустил специально для Вульвы урезанную версию собственного контроллера. Вульва там, конечно, усирается, что разница в производительности незаметна. Но у меня вот вопрос лично к тебе. Вот если бы у тебя был выбор, ты бы взял 2х или все-таки 4х? И абсолютно все железо в дике вот такая вот параша мертворожденная. Ну, в общем, вернул я обратно этот SSD на 256 и купил уже нормальный Kioxera на 512 и 4X. Для того, чтобы этот самый SSD к плате прикрутить, понадобится специальная стоячка с таким шлицом. Она у меня в хозяйстве нашлась, но откуда она у меня изначально взялась, я уже не помню. В этой самой апельсине тоже на SSD 2 линии. Но это не значит, что туда нужно вставлять именно 2х SSD, когда есть возможность вставить 4х. И кроме того, Orange использует еще и PCIe 2.0. И уже несколько лет существует 5.0.
То есть тут вообще как бы гнаться за производительностью SSD бессмысленно. Но тем не менее я взял нормальный SSD. Как я уже сказал, мне вообще тут, в принципе, SSD не особо нужен, но что-то мне подсказывает, что все эти одноплатники достаточно быстро прибьют карту памяти, если будут какие-то нагрузки из серии ежедневного кэширования, сайта там или чего-нибудь такое. Ну и в целом, понятное дело, что SSD работает быстрее. Напаянная или подключаемая eMMC — это, наверное, еще хуже, чем карта памяти с точки зрения практичности, потому что найти карту памяти на замену гораздо проще, чем этот самый eMMC-модуль. Это в том случае, если он заменяется, а если он напаян, это вообще кошмар. А SSD еще проще. Но минусом SSD является рост энергопотребления где-то примерно на 3 ватта, что уже приближает энергопотребление условной малины или апельсины к тому самому неттопу на Intel. Кстати говоря, по поводу энергопотребления. Понятное дело, что Orange Pi и Malina питаются от тупися, ну, то есть от обычного USB. И я очень не рекомендую использовать блоки питания с Power Delivery, потому что в каких-то случаях можно спалить эту самую малину или апельсину. Это где-то даже на сайте DietPi, это такая операционка, написано. Поэтому я взял тупой блок питания на 3 ампера, но он не повышает напряжение для соответствия стандарта PD. То есть у него по-прежнему 5 вольт, просто 3 ампера. Кстати говоря, по поводу производительности, тут такая забавная хрень. Мне, например, не нужна большая производительность в моем Vidroid-телефоне. Да, наверное, это было бы неплохо, но особого желания за ней гоняться у меня нет. Если есть хотя бы 400 тысяч попугаев в Antutu, то мне норм. И я уж точно не готов платить за более высокую производительность ценой более быстрой разрядки батареи, потому что батарейки становятся все меньше и меньше. Мне, кстати говоря, не нужна новая версия Gandondroid. Чем KitKat был плох? Мне кажется, это первая более-менее отполированная версия Gandondroid. А сейчас в новых вот Gandondroid'ах какие такие новые функции? Полезные, я имею в виду. Навскидку я могу назвать только одну. Изменение умолчания разрешений. То есть раньше по умолчанию все было разрешено, а теперь по умолчанию приложению все запрещено. Но что мешало это изменить в старых версиях Gandondroid? А так, новые Gandondroid по факту стали хуже, а скоро станут еще хуже. BIM убрали, изменили доступ к карте памяти, начиная с 10-го ядра и так далее. А сейчас еще хотят sideload прикрыть и заблокировали все загрузчики. И с Windows то же самое. Чего уж такого прям хорошего в плане производительности и удобства в 11-й винде по сравнению даже не с 10-кой, а с 7-кой. 12-й DirectX, который завезли только в 10-ку, ну так это чисто искусственное ограничение было, которое потом, кстати говоря, вроде как даже убрали, потому что в 7-ку частично завезли 12-й DirectX. Ну вот нормальная работа с SSD появилась впервые в 10-ке, но опять-таки можно было и в 7-ку завести. Компрессия оперативной памяти? Нахуя это надо? VDDM новый? Что мешало в старой 7-ке обновить VDDM? Нахуя все вот эти вот изменения ради изменений? Что такого вот прям нового-нового? Мне кажется, более-менее такой технологичный прорыв случился уже много лет назад, с более-менее массовым распространением прежде всего SSD, даже саташных, не говоря уж об NVMe, и DDR4 памяти, даже не DDR5, и, ну, хотя бы 6-ядерного процессора. Соответственно, если у тебя такой компьютер, то производительности для повседневных задач больше и не надо. Потому что у тебя там за повседневные задачи, если не считать игрушечки для дебилов, либо какой-то ебанутый инженерный софт? Я не знаю, но мои задачи, например, не изменились за последние 15 лет вообще. И это в основном браузер. Все в нем, в браузере. Интересы у меня немного поменялись, но все равно все в браузере. Что там еще? Видеоплееры или музыкальные плееры? Поменялась трепалка. Раньше был Skype, теперь это какой-нибудь Discord или Teams или Zoom. А плееры у меня остались все те же самые. Просмотрщик картинок у меня тот же самый. Файловый менеджер у меня тот же самый. И еще иногда раз в месяц я использую какой-нибудь текстовый редактор или электронные таблицы. И все это прекрасно, блядь, работало и 15 лет назад. А с появлением многоядерности и SSD вообще летать стало. Так что для чего тебе вся вот эта вот производительность, если не считать игрушечки для дебилов? Для ебучего хромоногого браузера? Ну так я им не пользуюсь, но он, увы, является законодателем моды в интернете и регулярно высирает очередное всем нахуй не всравшееся новшество. Но тем не менее, если бы не это, то тот комп, который у меня сейчас вот с 2018 года, я им еще спокойно лет 15
смогу делать все то же самое. Кстати говоря, с оперативной памятью так уже случилось. Оно вот как устоялось, что 16 гигабайт — это оптимум, лет, наверное, уже 10 назад, так оно все еще и оптимум. Да, конечно, хочется 32, 64, но по факту не нужно. Это я все к чему? Возвращаясь к одноплатным компьютерам, то же самое случилось с этими самыми малинами. Если первая малина была скорее proof of concept, чем что-то функциональное, то вот этот вот пятый Orange или пятая малина вполне себе замена десктопу. Потому что дури здесь, по крайней мере для указанных выше задач обычного домашнего компьютера, обычного человека, более чем достаточно. Но есть проблема. Нулевая привлекательность для мейнстрима. Все вот эти вот малины-апельсины — это что-то типа дроча на сборку механических клав или на уретро-эмуляцию старых игрушек и сосолей и так далее. Но тем не менее, что касается производительности, любой x86 компьютер из серии древнего Атома 37 чего-нибудь или 83 чего-нибудь уделывает эту поебень по всем фронтам. И девайсы на этих процессорах можно купить просто за копейки. И они будут гораздо быстрее, чем вот эти вот все малины и апельсины. Потому что цена вот у этих малин, она только номинально дешевая. Это то, что на сайте на публику. В реале во многих странах она стоит в 2-3 раза выше официальной цены по массе причин. И это же касается рынка БУ. Там либо отчаянные продаваны за оверпрайс, либо отчаявшиеся продаваны, которые хотят хоть за сколько-нибудь этот кал слить. И ты не забывай, что цена там, как правило, только за саму плату. А тебе еще нужен SSD, корпус, блок питания, охлаждение. И все это увеличивает цену значительно. И она начинает уже даже превышать цену нового приличного неттопа на каком-нибудь Intel N100. А в малинке еще все вот эти вот приколы будут. То Wi-Fi нет, то сети нет, то Bluetooth нет, то еще чего-нибудь нет, что уже стало стандартным в абсолютно любом компьютере. Ну, то есть то, о чем я говорил еще тогда, когда делал видос про Мегапад, я там сказал, что Raspberry с учетом всех допников получается ни хера не дешевле, остается справедливым. А если тебе тупо нужен какой-нибудь веб-сайт, или NAS, или какой-нибудь VPN, то тебе этот одноплатник на самом деле не очень нужен, потому что роутер-то у тебя по-любому есть. Лучше купить нормальный роутер. Там, кстати говоря, будет плюс-минус такой же чипсет, как и в Малине. И на этих современных роутерах можно запустить докер. А сами роутеры под Linux работают уже больше 20 лет. Прямо вот на бытовом домашнем роутере или точке доступа, как их тогда называли. И на роутере уже давно, лет 20 как минимум, можно и серваки поднимать, и NAS, и всякие VPN-серверы, и клиенты, и так далее. А с появлением докера это стало еще проще. И мне кажется, именно вот такие роутеры и являются прародителями малины. А малина, в свою очередь, прародителем той толпы карманных и настольных коробочек для эмуляции всяких разных игровых сосолей. Потому что все они либо на Бродкоме, либо на Рокчипе, либо на каком-нибудь Allwinner, ну еще бывает на МТК. И еще не забываем про такого слона в комнате, а именно малиной невозможно управлять без наличия десктопного ПК или хотя бы ноутбука. То есть для работы этого компьютера нужен другой компьютер. Но, в принципе, это справедливо, наверное, для любого компьютера, потому что даже винду ты не установишь, не записав установочную флешку на каком-то другом ПК. Но, тем не менее, тебе будет очень грустно и трудно ковыряться в малине, если у тебя нету ноутбука или десктопного ПК. Но есть одна задача, с которой вот такие одноплатники могут справиться, а обычные компьютеры нет. И это та самая GPU-гребенка. То есть на подавляющем большинстве вот этих всех малин и апельсин есть специальный коннектор, которым можно управлять программно. Ну, грубо говоря, передавать туда импульсы, что-то с его помощью включать, выключать там и так далее. И это как раз единственная причина, по которой можно отдать предпочтение именно подобному одноплатнику, если тебе нужно чем-то управлять. И в этом смысле вот эти Raspberry и тому подобные одноплатники являются настоящими компьютерами, как мы их видели в фильмах 80-х и 90-х. Ну, знаешь, там показывали именно компьютерное управление. Это когда программа на компьютере управляет каким-то еще девайсом. Ну, я не знаю, банально включает или выключает какие-то выключатели, повышает скорость или управляет каким-то роботом. Как ты это обычным настольным ПК или ноутбуком сделаешь? Нету интерфейсов.
А те, что были, типа RS-232 или ЛПТ, во-первых, их давно уже нет, а во-вторых, даже когда они были, ими так просто не зауправляешь. Самое крутое, что я вообще когда-либо видел для этих портов, это Kavox. Был такой набор резисторов, который ты припаивал к разъему от принтера. Вставлял в ЛПТ-порт, подключал к усилителю, и эта фигня начинала играть музыку и воспроизводить голос. То есть ты сам себе спаял звуковую карту. Когда оно, наконец, заработало, это было сногсшибательное чувство эйфории. Нынешней школоте просто не понять. А вот одноплатники могут управлять чем угодно, благодаря как раз этому разъему с пинами, куда можно подключать всякие разные другие девайсы и программно отправлять туда команды. Но лично мне этот GPU не нужен. Я бы максимум его использовал вот для той самой КВМ-кнопки, которая включает основной ПК. Но тем не менее, мне нравится вот эта моя Orange Pi, и она меня полностью устраивает. Видимо, я теперь готов. Когда я делал тот видос про Мегапад, я был не готов. И когда я только начинал снимать видосы на этот канал, я тоже был не готов. У меня там в некоторых видосах мелькал телефон Nokia N900. Он работал под управлением операционной системы Maema, это Linux. Но, к сожалению, как и многие хорошие вещи, оно померло. Я имею в виду сама эта концепция Linux-телефона. Если, конечно, не считать гандондроида Linux-телефоном. А сейчас, после того, как я уже больше 4 лет сижу на Linux постоянно, я готов. И самое главное, вот эти вот одноплатники тоже стали более готовыми. Ну, по крайней мере, на них хоть какие-то задачи можно решать. Винду, например, установить. Через жопу, но можно установить. Но мне это не надо, я там Linux установил. И этот девайс решает все задачи, которые мне нужны. А это же не только веб-сервер, но и база данных, все мои VPN. Если очень нужно, я подключу туда диск, и будет мне типа NAS, хотя я лично не понимаю, нахер мне NAS. Я подумываю купить вот эту вот кнопку для удаленного запуска компьютера и так далее. Соответственно, лично мне нравится. По той простой причине, что теперь я, видимо, готов, созрел. И мне кажется, вот эти вот апельсинки с 8 гигабайтами, как у меня, или с 16, не знаю, правда, кому нужно, или 32, еще долго будут оставаться вполне себе годными девайсами для повседневных задач, в том числе, если использовать их как десктоп. Ну, там, браузер, кинцо, текстовый редактор и прочие базовые задачи большинства простых пользователей. Помимо этого, тут вполне себе программируется и разрабатывается, настраиваются серваки, работает этот ваш докер-хуёкер и эти ваши кубернетисы, ну и так далее. Это все, конечно, если NVMe-порт не помрет. А, кстати, помимо Linux сюда же Gandondroid можно установить. Ну и винду, как я уже сказал. Армовскую, правда. Соответственно, если ты вдруг рассматриваешь одноплатник, то, во-первых, для начала посмотри в какую-то другую сторону, например, на какие-то старые ноутбуки или неттопы. На обычных процессорах типа AMD или Intel, возможно, они гораздо лучше тебе подойдут. Но если ты все-таки хочешь вот подобный одноплатник, и если ты новичок в этих ваших Linux и никогда не ставил OpenVRT и DDVRT на роутеры там и так далее, то, наверное, тебе лучше начать все-таки с малины. Особенно если удастся купить ее по хорошей цене на барахолке. В основном из-за пресловутого коммунити, где все разжевано, на все вопросы уже давно даны ответы. И эти ответы легко гуглятся. Лет 20 назад по этой же причине, как первый Linux рекомендовали Ubuntu, из-за большого количества уже отвеченных вопросов, которые легко гуглились. Сейчас, как это ни странно, ответы для Ubuntu проще найти в вики на Рач, чем на форумах Бубы. Если ты уже прошаренный тип, то начинать тебе можно прям сразу с Оранжа. Особенно учитывая, что малина то еще говно, потому что, например, PyKVM на пятой малине не заводится, потому что там нету аппаратной поддержки сжатия видео. Но опять-таки единственное, чем лучше Оранж, это больше дури за плюс-минус те же деньги. И это, наверное, единственный плюс. Что касается качества, я не могу сказать, что Orange Pi ненадежны, но они все-таки менее надежны по сравнению с малиной. А малина гораздо менее надежна, чем любой неттоп от более-менее приличного бренда. Кроме того, на Orange несколько сложнее найти всякие допы, типа корпусов и охлаждения, по той простой причине, что Orange Pi менее распространен, соответственно, предложений меньше, и они, как правило, дороже. Я не могу сказать, что это прямо уж проблема. Все, конечно, можно найти, купить или, в крайнем случае, заказать, но все же. Ну, еще немаловажная причина, по которой стоит предпочесть тот или иной одноплатник, это наличие вот этой GPU-гребенки, если она тебе нужна.
Ну и если уж по чесноку, мне бы очень хотелось, чтобы вот эта тема с подобными компактными компьютерами не на x86 процессорах получила свое развитие и стала более мейнстримовой, потому что в этом случае появится больше выбор, снизится стоимость, они станут более надежными, будет больше всяких опций, софта и так далее и тому подобное. И дело вроде бы к этому движется, но на текущий момент это вообще ни разу не мейнстримовое и вообще ни разу не потребительское устройство. То есть это не то устройство, которое ты купил, принес домой, вставил в розетку, и оно заработало. Нет, тут придется поебаться. Объем ебли, конечно, варьируется, но поебаться придется в любом случае. Соответственно, вот такие вот они, одноплатники, если по чесноку. Я бог Ютуба! Лайк, подписку, бубенцы!